Здравствуйте, друзья! Сегодня вот я вашему вниманию представляю станок, такой маленький токарный, 1D601, марка его. И сегодня вот разберем строение задней бабки. Уже описание этого станка есть, смотрите по ссылке. И вот сегодня именно заднюю бабку мы разберем. Она нужна для того, чтобы деталь, когда зажата в патрон, была соосность у детали, особенно длинные детали. То есть, когда становится деталь в патрон, то ее свободный конец начинает все равно какое-то биение. И вот задняя бабка, можно, допустим, там вращающийся центр есть, упорный центр. То есть мы подопрем этот свободный конец, и ось вращения будет ровной. То есть она еще можно сверлить. То есть вот патрончик токарный вставляется для сверления, там, нарезания резьбы. То есть мы упираем плашку в нее, допустим, там вставляем всякие мечики, можно вставить. То есть вот для таких работ. И вот из чего она состоит. То есть вот состоит она, вот оно основание, которое крепится на станине. Это вот стопорный болт. То есть вот смотрите, она вот с помощью вот этого рычага, он немножко придавливает. То есть он чуть-чуть вот, то есть туда-сюда ходит. И вот этим вот придавливает ее к станине, и она становится неподвижной. И вот с помощью этого, допустим, неподвижности мы уже можем там сверлить, выполнять все различные работы. Вот этот рычажок, допустим, вот он маховик, допустим. Он начинает вот ее вращать, видите? Вот это называется пиноль, который находится вот в задней бабке, начинает выдвигаться. То есть с помощью ее мы, допустим, сверло, допустим, загоняем в заготовку. А это уже вот фиксирует пиноль. То есть все, она становится неподвижной. Допустим, взяли упорный центр, вращающийся или упорный, вставили в торец заготовки, и все. И деталь становится, выставляем ее ось, и можно обрабатывать детали. Она становится неподвижной. Это вот маховичок, то есть это вот вращение придает этой, чтобы пиноль двигалась. Тут конус Морзе 1 находится, то есть патрон, вращающийся центр, вставляются там мечики, допустим. Вот смотрите, тут находится у нас, а мы ее сейчас разберем. Тут у нас находится, значит, левая резьба. Так, я уже ее зафиксировал, начинаю вращать. Вот мы выкручиваем ее, значит. Она в пиноль заходит, конус этот. Пиноль заходит, значит, в корпус задней бабки. И сейчас винт вытолкнет вот этот конус. Наш конус Морзе 1. Вот он. Вставляется, то есть вот с ударчика вот так раз. Подождите. То есть немножко надо пиноль выставить. Вот. Сейчас мы ее с ударчика втыкаем. С ударчика надо не просто вот так вставить. Она вылетит. Она будет вращаться в пиноле. То есть может выработка какая-то быть. Просто с удара раз. Все. И она уже, видите, все, висит. То есть я ее вставил. Вот она. А чтобы достать нам патрон, то есть мы пиноль обратно в заднюю бабку загоняем, и винт выдавливает. Раз, выдавил конус наш. Вот все легко и просто. И вот разберем сейчас и посмотрим строение. Вот, значит, у нас вот этот болт. Он фиксирует пиноль, чтобы она не вращалась в корпусе задней бабки. То есть только ходила вот по направляющей. Специально, чтобы время много не занимать, сделаем это быстро. Тут, значит, у нас бронзовая втулочка. Это фиксирует винт. Значит, он находится с левой резьбой. Тут еще вот паз. И вот эти вот болты, они как раз в этот паз попадают, чтобы пиноль не выпадывала. Да. Ну, полностью не надо выкручивать. То есть мы расслабляем их и вытащим сейчас пиноль. Вот их 4 штуки здесь. Все. Сейчас пиноль выйдет. Вот она пошла. Вот она, значит, тут вот резьба левая. Вот она выкручивается. То есть и вот этим вот
конец вот этой резьбы, торец, он выталкивает как раз конус Морзе этот. Когда мы ее пиноль загоняем в заднюю бабку, вот она, вот устройство. Здесь тоже все на бронзовых втулках. Здесь вот бронзовая втулка, ее можно поменять. Все заменимо. То есть сделали качественно. Здесь вот паз, вот этот, я вот говорил, где он, вот этот болт, как раз он фиксирует, чтобы она не вращалась. Вот она резьба левая, вот он конус Морзе наш. Вот мы вставляем. Винта он выдавит. Все, видите, выдавливает. Опять вот убираем его, чтобы он не мешал конусу встать на свое место посадочное. Все, видите, стоит. Вот. 5 раз выдавили. Все, достали. Вот, забыл сказать еще, вот, когда достали мы нашу пиноль, вот они, вот эти вот болты, они вот как раз вот в этот паз фиксируют нашу пиноль, чтобы она не выходила. Просто не свободно, чтобы фиксировать ее, чтобы она находилась на своем месте. Вот. Ну вот, вот такое устройство задней бабки. Спасибо за внимание. До свидания.